Когда он заканчивает работать в поле, он отдыхает со своими 4 прекрасными женами. А началось все 10 лет назад. Он был обычным офисным работником в Японии, и после тяжелого рабочего дня он заснул за ужином, а проснулся уже в другом мире. В теле 6-летнего мальчика на вечеринке с множеством гостей и вкусной едой. Он подумал, что это был просто очень реалистичный сон, и попытался вернуться к своей скучной и бедной жизни, но тут его разбудил какой-то мужчина и представил гостям. Вендалин не знал, что сказать, когда все взрослые уставились на него, но тут пришел его старший брат Эрик и выручил его. Он представил мальчика гостям как своего младшего брата по имени Вендалин Беймастер. Вендалин узнал, что он младший сын в благородной семье и что его старший брат Курт женится. Он был рад, что будет жить в роскоши. Но уже на следующий день он узнал, что его семья была на грани нищеты. Он спросил Эрика, и тот сказал, что они годами копили деньги, чтобы устроить хорошую вечеринку для гостей, а теперь вернулись к прежней жизни. Еще одна шокирующая новость ждала Вендалина, когда он узнал, что у его отца слабое здоровье и что у него 7 старших братьев, включая 2 сводных. Я был в шоке, когда узнал, что он 8-й сын бедного дворянина, и из-за этого у него хроническая депрессия, потому что даже у корпоративных рабов больше денег. Однажды он узнал, что его старший брат Курт унаследовал все после свадьбы, и теперь остальные братья должны отказаться от своего дворянского титула и найти работу. Уилл не поверил, но братья сказали ему, что когда он вырастет, ему тоже придется стать самостоятельным. Уилл решил найти способ изменить свою жизнь, и однажды в библиотеке он нашел хрустальный шар и инструкцию к нему. Он узнал, что шар может определить магические способности, и подумал, что это шутка. Только один человек из 1000 мог использовать магию, и Уилл решил попытать удачу. Он сел и сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем попытаться вызвать магию в шаре. Сначала ничего не произошло, но когда он уже собирался сдаться, шар превратился в флаг гордости. Он был потрясен, когда понял, что он волшебник, и решил найти учителя. Он пытался найти книги по магии, но безуспешно, и когда его отец пришел в библиотеку, Уилл спросил, есть ли у них книги с заклинаниями. Но оказалось, что его отец неграмотный бродяга. Позже в тот же день он вышел на улицу и попытался вызвать свою магию, как в аниме, но у него ничего не получилось. И тут перед ним появился мужчина, увешанный украшениями, как какой-то дерьмовый американский рэпер, и сказал Уиллу, что почувствовал его магию. Его мама учила его остерегаться незнакомцев, поэтому он направил на него палку. Как настоящий крутой парень, мужчина взял палку и отбросил ее, а потом представился как волшебник по имени Альфред. Палка, которую он только что отбросил, вызвала эффект домино, и огромный валун упал на гигантского кабана, который разозлился и бросился на них. Уэллс испугался и хотел убежать, но волшебник поймал его и сказал, что нужно использовать магию. Альфред помог ему и научил, как использовать ману, чтобы создать мощный ветер, который отбросил кабана. Уэллс был потрясен, а волшебник похвалил его за первое заклинание. Кабан снова напал на них, но на этот раз Альфред взмахнул пальцем и с помощью магии ветра заставил кабана отлететь в сторону. Уэллс, похоже, испугался его силы, но волшебник успокоил его и представился бывшим придворным магом королевства. Он сказал удивленному мальчику, что у него есть потенциал превзойти даже его собственные магические способности, и Уэллс не поверил ему. Они сели в лесу, чтобы выпить чаю, и Уэллс с удивлением наблюдал, как безжизненный кабан таинственным образом исчезает в маленьком мешочке волшебника. Альфред сказал, что хочет передать Уэллсу свои магические знания, и мальчик согласился стать его учеником. Это было все, что ему нужно было услышать, и он согласился стать учеником волшебника. Альфред предупреждает его, что он должен держать магию в секрете, иначе у него могут возникнуть проблемы. Он объясняет, что это может вызвать разногласия между ним и его старшим братом, потому что люди захотят, чтобы следующим лордом стал маг. Ну, соглашается с этим предложением, и на следующее утро начинаются его тренировки. Сначала Альфред хочет измерить его магический потенциал, сравнивая его со своим, поэтому он берет Ну за руки и представляет их магическую силу. Альфред впечатлен тем, как быстро Ну все схватывает, и говорит, что у Ну большой магический запас даже по сравнению с ним. В последующие дни Ну усердно изучает магию среднего уровня, экспериментируя с огненными атаками на груди камней. Альфред кажется доволен его успехами и хвалит Ну, отмечая, что большинству людей требуются месяцы, чтобы достичь такого уровня. Кроме того, Альфред любезно делится с Ну горными овощами, чтобы помочь его семье, что очень злит его старшего брата Курта. На следующий день Ну поднимается в небо под руководством Альфреда и учится выслеживать магию. Закрыв глаза, он находит птицу и с помощью магии бросает в нее камень, чтобы поймать добычу. Альфред снова поражен способностями Ну и присоединяется к нему за обедом из жареной птицы с домашним васаби. Ну с гордостью говорит, что собрал ингредиенты в лесу,
но Альфред советует ему не ходить в зачарованный лес за продуктами. Он предупреждает его, что там водятся монстры, которые могут его убить. Через несколько дней Нул учится магии воды и говорит, что Курт за ним следит. Альфред думает, что у Уэлла могут возникнуть сомнения насчет того, чтобы стать магом, и боится, что может потерять свое положение. Уэлл утверждает, что ему не интересно становиться лордом, в то время как его учитель предлагает ему стать искателем приключений. Уэлл сразу же загорается этой идеей и даже представляет себе свое будущее полное приключений, в то время как Альфред тайно борется с проклятием, изо всех сил стараясь не дать ему себя убить. Позже в тот же день Уэлл сообщает своей семье, что хочет стать искателем приключений, но у его отца нет денег, чтобы отправить его в Академию искателей приключений. На следующий день Уэлл говорит Альфреду, что хочет создать фан-клуб, чтобы оплатить учебу, но Альфред предлагает ему вступить в торговую гильдию вместо того, чтобы быть онлайн-блогером. Он советует Уэллу начать работать пораньше и учит его продвинутой магии, такой как полет и телепортация, чтобы он мог быстро добираться до других городов. Он дарит Уэллу незабываемые впечатления, когда поднимает его в небо и показывает огромный мир, который его ждет. Позже той же ночью Альфред понимает, что его проклятие становится сильнее, и у него осталось не так много времени. На следующий день он решает попрощаться со своим учеником, заявив, что ему больше не нужно у него учиться. Эта новость ошеломляет Уэлла, и он падает на землю, не в силах сосредоточиться на изучении магии полета. Он не хочет так быстро расставаться со своим учителем и просит его остаться с ним. Альфред утверждает, что научил его всему, что знал, и категорически отказывается выполнить его просьбу. В тот вечер он мог думать только о своем учителе за обеденным столом, а потом отец рассказал ему о том, что в лесу видели умного зомби по имени Шепчущий мертвец. Шепчущие мертвецы выглядят как люди и прекрасно говорят, поэтому их трудно отличить от обычных людей, и единственное, что их выдает, это холодная кожа, бледность и замедленная реакция. Это напомнило ему об Альфреде, у которого очень бледная кожа и замедленная реакция. Он летит в лес, чтобы найти своего учителя, но теряет равновесие и падает, так и не найдя его. Альфред подходит к нему, и он все еще не может поверить, что Альфред мертв. Он говорит, что ему грозит опасность, если он останется в лесу, и хочет забрать его домой, но Альфред говорит своему ученику, что он и есть тот самый умный зомби, о котором все говорят, и это его очень расстраивает. Альфред рассказывает свою историю, говорит, что 5 лет назад был придворным магом герцога. Однажды старший сын герцога заболел смертельной болезнью, и он собрал армию, чтобы войти в заколдованный лес и найти редкое лекарственное растение. Монстры в заколдованном лесу превосходили их числом, и Альфред был единственным сильным воином в армии, который мог с ними справиться. Он должен был защищать герцога и солдат, сражаясь с монстрами, и погиб, пытаясь прикрыть их жалкие задницы. Альфред говорит, что ему следовало остаться мертвым, но сожаление не позволило его душе уйти, и он стал шепчущим мертвецом. Его единственным незавершенным желанием было найти достойного преемника, который унаследует его магию, и это желание исполнилось, когда он встретил Уэлл. Альфред извиняется перед ним за то, что не сказал ему правду раньше, потому что думал, что тот испугается и убежит. Затем он проводит последний экзамен для своего ученика и просит его очистить его с помощью святой магии, пока он не сошел с ума и не превратился в настоящего зомби. Уэллс плачет и не хочет отпускать своего учителя, но Альфред показывает ему, что его тело уже начало разлагаться и что у него осталось не так много времени. Уэллс не хочет видеть, как он страдает, поэтому решает использовать святую магию и очистить его. Магия обжигает Альфреда, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить его желание, и он хочет, чтобы Уэллс приложил больше усилий. Уэк переполняется ностальгией, вспоминая 2 недели, которые он провел со своим учителем, и вкладывает всю свою силу в очищающую магию. Тело Альфреда начинает растворяться, и он использует свои последние мгновения, чтобы поблагодарить своего ученика и сказать, чтобы тот старался изо всех сил в будущем. Уэллс долго оплакивает своего учителя, но затем вытирает слезы и клянется оправдать его ожидания. Он усердно занимается магией и не замечает, как быстро пролетают 7 лет, и ему исполняется 12. Наконец он готов покинуть свой бедный дом и семью и отправляется в Академию искателей приключений, чтобы начать новую жизнь. Он поступает в Академию и попадает в класс для стипендиатов, где много многообещающих новичков. Все представляются, и 2 девушки, Луиза и Сьюзан, оказываются в центре внимания, потому что они из семей известных мастеров боевых искусств, служащих герцогу. Когда начинается урок, он понимает, что его навыки общения ухудшились из-за того, что он много лет жил в деревне, и он неловко себя чувствует, когда представляется. Кажется, что никому до него нет дела, и он думает, что ему будет трудно завести здесь друзей. Начинается занятие, и преподаватель раздает всем анкеты для регистрации на вечеринку, потому что так начинается их обучение. И Уэлл понимает, что никто не выберет такого деревенщину, как он. Однако он не знает, что все переоценивают его, считая единственным магом в классе с высочайшим уровнем мастерства. Во время обеденного перерыва 2 богатые девушки, Луиза и Сьюзан, обсуждают со своим лучшим другом Ирвином, как пригласить Уэлла на вечеринку, потому что он легко может их перенести. Они утверждают, что
они самые сильные в классе, потому что могут использовать магию для укрепления своего тела и думают, что они лучше всех подходят для вечеринки с Уэлл. Другие группы тоже претендуют на Уэлла, но никто не осмеливается подойти к нему, потому что они считают его крутым и не станут разговаривать с теми, кто ниже его уровня. На следующем занятии учитель говорит, что студенты, которые хотят подрабатывать, должны попробовать себя в охоте, потому что это приносит больше всего денег. Он советует им охотиться группами, потому что в одиночку это может быть опасно, и Уэлл снова чувствует себя безнадежным, потому что уверен, что никто не выберет его. Богатые дети боятся подойти к нему, потому что Ирвин сумасшедший идиот, который думает, что Уэлл держится на расстоянии, чтобы оценить их всех. Луиза тоже с ним согласна. Они решают занять первое место в охотничьем турнире, чтобы показать, что они достойны присоединиться к его вечеринке. Они охотятся больше, чем кто-либо из их класса, и думают, что у них есть все шансы присоединиться к Уэллу, но когда они приносят кучу убитых монстров в гильдию торговцев, они просто стоят и молчат. Один из самых пессимистично настроенных студентов говорит, что Уэлл — это совсем другой уровень, и пытаться быть с ним бесполезно. Все верят его словам и уходят из комнаты, оставив надежду присоединиться к Уэллу, который планирует угостить своих одноклассников ужином на свои призовые деньги. Как только он получает мешок с добычей, он оборачивается, чтобы позвать своих одноклассников, но комната пуста, как и мои сообщения. Богатые дети расстроены унизительным поражением и не хотят отказываться от вечеринок с Уэллом, ведь он их билет в успешное будущее. Они хотят добыть больше добычи, чем он, чтобы он их заметил, и для этого они отправляются в запретную часть леса. Они понимают свою ошибку, когда их окружает стая волков, и несмотря на все усилия, богатые дети не могут справиться с таким количеством монстров. Один из волков внезапно нападает на Луизу, и Ирвин заслоняет ее, но сам получает ранение. Видя, что их строй распадается, все волки бросаются на них, чтобы нанести комбинированный удар, но, к счастью, Уэлл тоже был поблизости и почувствовал, что его одноклассники используют его навыки отслеживания. Он появляется на месте в нужный момент и уничтожает всех волков каменными столбами. Уэлл спасает троицу и отвозит их в больницу, где они извиняются за то, что были для него обузой, и рассказывают, что все считали его недосягаемым для них. Наконец он узнает, что они слишком высоко задрали планку и подвергали себя опасности только ради того, чтобы он их заметил, но они говорят, что поняли, что им не место рядом с ним, и признаются, что недостойны быть его товарищами по команде. Уэлл хочет присоединиться к их группе, но прежде чем он успевает что-то сказать, в комнату заходит преподаватель и сообщает хорошие новости. Герцог устраивает вечеринку для их класса. На следующий день они отправляются на вечеринку, устроенную герцогом Амадеусом, который игнорирует всех и подходит к Уэллу, как только его видит. Они дружески беседуют о том, что семья Бейместер — его вассалы, и он приглашает Уэлла на личную беседу. Уэлл все еще не хочет идти в дом к незнакомцу один, поэтому говорит, что богатые дети — его товарищи по команде, и берет их с собой. В особняке они встречают придворного мага Бранта, который также был учителем бывшего придворного мага Альфреда. Уэлл потрясен, узнав об этом, и Брант объясняет, что он эксперт по магии отслеживания и следил за Альфредом даже после того, как тот стал шепчущей нежитью в зачарованном лесу недалеко от дома Уэлла около 12 лет назад. Ред знает, что Альфред умер 7 лет назад, и это могло произойти только в том случае, если исполнилось его желание найти ученика, который был бы сильнее его. Все указывает на Уэлла, который не может отрицать, что он ученик Альфреда, после того, как Брант узнал его магический мешочек. Волшебник и герцог расчувствуются, когда услышат о последних минутах жизни Альфреда, и тоже будут плакать, вспоминая его. Он также вспоминает, что у него есть много припасов из экспедиции и сумка, которую он хочет вернуть герцогу. Пока Уэлл возвращает припасы, богатые дети ждут его снаружи, и они все еще не могут поверить в печальную историю, которую они только что услышали, что заставляет их осознать, что, как и они, Уэлл тоже талантливый человек, но не может стать преемником, так как он не является первым сыном. Так вот, он подбегает к ним и извиняется за то, что так неожиданно позвал их на свою вечеринку. Богатые дети говорят, что они хотели быть в его партии, чтобы воспользоваться его властью, но теперь они поняли, что это несправедливо. Уэллс отвечает, что он не возражает и хочет присоединиться к ним, потому что с ними будет весело. Поначалу троица была шокирована, услышав его доводы, но потом они рассмеялись, потому что приняли его как друга. Герцог прервал их беседу и наградил Уэлла 1000 золотыми монетами за возвращение припасов. Все были шокированы, услышав это, и осознание этого пришло к ним немного поздно. В довершение всего Брант сказал ему, что он также унаследовал особняк Альфреда и его имущество, и в тот же вечер он переехал в большой и пугающий дом. Он думает, что этот дом слишком велик для одного человека, и решает пригласить своих друзей пожить здесь с ним. После этого проходит несколько месяцев, и во время летних каникул Уолт берет своих друзей на свадьбу своего брата Эрика. Они путешествуют на волшебном дирижабле, где Луиза одета как Леди Гага, потому что хочет привлечь внимание аристократов на свадьбе. А Ирвин боится летать как пещерный человек, который никогда раньше не летал на самолете. Бранч тоже там, он вовсю пользуется бесплатными напитками на борту. Он говорит Ирвину, что самолет не упадет, но потом видит темные тучи рядом с кораблем и забирает свои слова обратно. Он указывает на тучи, и из них появляется огромный скелет дракона, от чего все писаются в штаны. Остальные пассажиры обращаются к Карен и требуют позвать капитана, чтобы обсудить это происшествие, но второй пилот говорит им, что великий маг Брант поможет им победить дракона-нежить. Брант говорит, что это невозможно, потому что только святая магия может очистить нежить, а у него нет к ней
ней таланта. Однако он утверждает, что знает талантливого мага, который использует святую магию, и предлагает ему помочь. Он соглашается сразиться с драконом, несмотря на то, что нервничает, а Бранд остается защищать корабль. Уэлл летит к дракону и использует свой магический барьер, чтобы защититься от его разрушительного дыхания, а Бранд защищает корабль своим магическим барьером. Уэлл заряжает свою святую магию, но дракон переключается на ближний бой, чтобы остановить его. Уэлл уклоняется от его атак и концентрирует святую магию как духовную бомбу, а затем бросает ее в костяного дракона. Его святая магия отталкивает дыхание дракона и попадает в него. Дракон вспыхивает, как новогодняя елка, и извивается от боли, вызванной очищающей магией, а затем использует остатки сил, чтобы атаковать. Уэллс уворачивается и блокирует атаки, пока его магия наконец не срабатывает и дракон теряет душу. Кости рассыпаются, и огромный магический камень, который их скреплял, тоже разваливается. Из корабля выходит Принт и делает знак, чтобы Уэллс собрал драконьи кости в свой магический мешок. Он собирает кости и красный магический камень, который их притягивал. Уэллс возвращается на корабль. Все празднуют, что выжили, но он хочет отдохнуть несколько дней. Вскоре туда приходит бывший напарник Бранта по приключениям Артура и говорит, что у Уэллса не будет возможности отдохнуть. Рент удивляется, увидев своего друга, и знакомит его с Уэллсом, и они вспоминают свои приключения. На следующий день корабль прибывает в столицу, и Брант сразу же сбегает, оставив Артура присматривать за детьми. Вскоре туда прибывает отряд рыцарей, и их капитан благодарит Уэллса за убийство дракона и просит его сопроводить их во дворец, так как король вызвал его. Его друзья бросают его и уходят к брату, а Уэллс остается с Артура, который сопровождает его во дворец. Его встречают как героя, победившего дракона, но дворяне недовольны тем, что он в центре внимания. Он приветствует короля, который хвалит его за победу над драконом-скелетом и награждает медалью с изображением двух драконов. Кроме того, король делает его дворянином, присваивая ему титул баронета, и Уэллс повторяет клятву, которую ему дал Артура. Позже король покупает у Уэллса все драконьи кости и магические камни, а генерал и премьер-министр спорят о том, сколько они должны стоить. Генерал хочет заплатить больше, но премьер-министр жалуется, что у них нет на это денег. Прежде чем их спор перерастает в ссору, вмешивается Папа Римский, и награда составляет 150 золотых монет. Позже тем же вечером они возвращаются из дворца, забрав награду, и мастер боевых искусств устраивает представление, чтобы впечатлить Уэллса и нанять его. Стражники уводят его, и Артур говорит Уэллсу, что ему придется привыкнуть к таким идиотам, потому что они будут постоянно его преследовать. Он даже предупреждает его о дворянах, которые будут пытаться сосватать ему своих дочерей, а Уэллс этого не хочет. На следующий день он наконец-то приходит на свадьбу Эрика, и два брата, которые уехали с ним, тоже там. Они жалуются, что Курт не прислал подарков для жениха и невесты, и теперь их семья будет выглядеть плохо перед гостями. Уэллс решает сам заплатить за подарки и понимает, что быть дворянином – это больше показуха, чем наличие денег. Но он рад, что его любимый брат теперь женат. На следующий день Папа Римский приглашает Уэллса к себе домой, и он приходит с пожертвованием в размере 200 золотых монет. Папа впечатлен его деловыми качествами и сразу же находит с ним общий язык. Они разговаривают о религии и крещении. А в это время в комнату входит симпатичная девушка с чаем и очаровывает Уэллса. Папа Римский представляет девушку как свою внучку Элизу, и, судя по ее виду, она точно умеет колдовать. Папа Римский говорит, что Элиза умеет исцелять святой магией и часто помогает бедным в церкви, за что ее и прозвали святой. Элиза послушница, но ее дедушка не хочет, чтобы она стала монахиней, и хочет найти ей подходящего жениха, а сам шутит, что из-за ее красоты за ней будут охотиться парни. И может он тоже присоединиться к ним. Он продолжает смеяться над своей шуткой, но потом понимает, что никому больше не смешно. Папа Римский, однако, воспринимает его слова всерьез и говорит, что принимает его как жениха своей внучки. Уилл потерял дар речи, потому что понял, что обручился с Элизой через минуту после знакомства, и теперь пути назад нет. Когда он возвращается домой, его друзья наряжаются клоунами, услышав, что он пошел креститься и вернулся помолвленным. Они тоже думают, что Элиза отличная жена, и Уилл узнает, что в этом мире нет понятия о романтических браках. И ему повезло, что он хотя бы увидел девушку, прежде чем все решилось. Затем его новая невестка заканчивает его макияж, и Уилл выходит на улицу, одетый как полный придурок, чтобы люди не узнали в нем богатого аристократа. Ирвин идет с ним и постоянно дразнит друга из-за его будущей жены, а Уилл гадает, что Элиза на самом деле думает о нем. Позже они идут на рынок, где фанатик-копейщик узнает Уилла благодаря своим способностям про сталкера. Он тут же начинает хвастаться своими навыками владения копьем, и все пытаются привлечь внимание Уэллса и стать его слугами. Он телепортируется домой и снимает свой клоунский костюм, а Ирвин и Эрик говорят ему, что нужно нанять слугу, который будет отгонять всех нежелательных кандидатов. Ирвин предлагает нанять его, и Уэллсу нравится эта идея, поэтому он сразу же нанимает своего друга в качестве слуги, который не может поверить в то, что произошло. Уэллсу все равно, и он идет к своей невесте, но телепортируется прямо к окну ее дедушки. Он падает и лежит там, пока старый папа не уходит в свой кабинет,
но вскоре его находит Элиза и ведет на крышу, чтобы поговорить наедине. Он нервно спрашивает, что она чувствует по поводу их помолвки, и Элиза отвечает, что она счастлива стать женой героя-драконоборца. Этого достаточно для Уэллса, и он проводит время со своими поклонниками. Дома Ирвин стал высокомерным, потому что он единственный, у кого есть работа в его отряде, и он командует Луизой и Сьюзан, говоря, что попросит Уэллса нанять их в качестве его подчиненных. Девушки не хотят жить под его началом и хотят стать его женами. В этот момент они видят, как Эрик флиртует со своей женой, и Луиза предлагает им тоже стать женами Уэллса. А если у него не может быть больше одной жены, то они будут его любовницами. Сьюзан тоже не против, и девушки начинают мечтать о прекрасном будущем, в котором им не придется работать после замужества. Они возвращаются, когда Луиза пытается соблазнить его, нелепо танцуя в стиле Fortnite, но он раздражается и уходит. Она не сдается и готовится к вечеру, но Сьюзан стесняется и не может за ней угнаться. Уэллс стоит под их окном, и вы можете услышать их неловкий разговор, когда дворецкий приглашает его на ужин к папе римскому. На следующий вечер он идет в особняк папы римского и ужинает с ним наедине, но они оба смущены и не знают, о чем говорить. Уэллс хочет уйти сразу после ужина, но дворецкий предлагает ему сводить девушку на шопинг на первом свидании. Он имеет в виду поход за обручальным кольцом, и Уэллс оказывается в ювелирном магазине с завышенными ценами. Элис говорит ему, что не нужно тратить на нее столько денег, но простое кольцо привлекает внимание Уэллса, и он решает подарить его своей невесте. Когда он узнает, что это волшебное кольцо, которое стоит 300 золотых монет, он задается вопросом, не от Apple ли оно, но ему нужно сохранять спокойствие перед Элис. И он покупает кольцо, не торгуясь. Они возвращаются в карету, и Элис редко хвалит его выбор, говоря, что он, должно быть, знал о волшебном кольце, прежде чем его выбрать. Уэллс отвечает, что просто подумал, что оно будет хорошо смотреться на ней. Она в восторге, и Уэллс признается ей, что чувствует себя неловко, когда все называют его героем, и он должен соответствовать их ожиданиям, но с ней он чувствует себя самим собой. Он решает зарядить кольцо своей магической силой, и оно начинает светиться, создавая в карете атмосферу дискотеки, а от улыбки Элис у нее внутри все трепещет. С тех пор прошло несколько дней, и Луиза и Сьюзан обсуждают свои планы соблазнить Уэлла с помощью Ирвина. Когда Элис приходит на встречу со своим будущим мужем, она узнает, что его сейчас нет, потому что король вызвал его на задание. Король приказывает Уэллу убить дракона, и хотя он шокирован масштабом задания, он не может отказаться от приказа своего босса. Ночной капитан объясняет план развития земель Уэллу и Бранту, но чтобы получить землю, им нужно избавиться от дракона и монстров. Только могущественные маги могут противостоять дыханию дракона, поэтому Уэлл и Брант были выбраны для этой миссии вместе с третьим членом команды, который является мускулистым воином с забавным ирокезов. Уэлл в шоке от этого экстраверта 99 уровня и фанатика тренажерного зала, который горит желанием убить дракона. Он думает, что этот здоровяк воин, но Бранд говорит ему, что это Армстронг, дворцовый маг с телосложением танка. Они немедленно вылетают на место, где находится дракон, под предводительством Армстронга и присоединяются к армии. Вскоре отряд Уэлла тоже узнает об этой миссии, и им поручают присоединиться к битве, чтобы уничтожить мелких монстров в этом районе после того, как дракон будет побежден. Временная армия Уэлла для этой миссии состоит из всех воинов, которые хотят привлечь его внимание, а Ирвин их неохотный командир. Они добираются до военной базы, и вскоре к ним присоединяется Элиза, которая становится целительницей, но она не может увидеть своего жениха, потому что он уже ушел сражаться с драконом. Бран и Армстронг находятся в логове дракона, и громкий рев Армстронга заставляет дракона рухнуть. Дракон просыпается и издает яростный рев, от которого у Уэлла волосы встают дыбом. Армстронг начинает бой, превращаясь в супергероя с помощью магии. Он надевает магический доспех и берет огромный молот, которым бьет дракона и отбрасывает его на землю. Бран говорит Уэллу, что нужно действовать, пока у Армстронга не закончилась магия, и Уэлл использует мощное заклинание ветра, чтобы убить дракона, пока Армстронг держит его на месте. Уэлл забирает тело дракона в качестве трофея, но Бран говорит, что они не могут позволить себе расслабиться, потому что теперь, когда дракон побежден, огромное количество монстров вырвется на свободу. С обеих сторон начинается битва с монстрами, и солдаты Уэлла получают серьезные ранения. И Лиза весь день пытается исцелить раненых солдат, но когда ее магия заканчивается, она использует силу, хранящуюся в ее кольце. Она слышит рассказы солдат о подвигах своего жениха, и это придает ей сил. На рассвете прибывает гонец и объявляет, что битва наконец-то закончилась и все монстры убиты. Но тут другой человек говорит, что Уэлл ранен. И Лиза волнуется и бежит к нему, но с ним все в порядке, она слишком счастлива и падает в обморок. Позже она просыпается в тени дерева, рядом с ней стоит колодец,
и он тоже слышал истории о том, как она помогала солдатам и придавала им смелости. У них происходит трогательный момент, когда Элиза рассказывает ему, как она волновалась за него. И тут к ним подбегает Армстронг, поднимает его и говорит ошеломленному Уэллу, что она его племянница. После успешного завершения миссии Уэлла повышают до звания барона и вручают ему еще одну медаль за убийство дракона. Король приказал ему переехать в столицу, и он уже собирает вещи, когда к нему приходит Элиза и заявляет, что будет жить с ним в столице. Луиза и Сьюзен считают, что это ужасная новость для их плана стать любовницами Уэлла, и думают, что теперь будет трудно его соблазнить. Они и не подозревали, что Элис думала, что они уже помолвлены с Уэллом, ведь они жили с ним, но он поясняет, что между ними ничего такого нет. Он пользуется случаем и спрашивает, что она будет чувствовать, если у него будут другие женщины, и Элис говорит, что это совершенно нормально для высшего общества. Луиза и Сьюзен понимают, что лучшего шанса им не представится, и заявляют о своем намерении выйти замуж за Уэлла, и Элис дает ему зеленый свет, и он расширяет свой гарем. Несколько месяцев спустя женится еще один из братьев Уэлла, и на свадьбе Эрик рассказывает ему о турнире по боевым искусствам, который проводится в столице раз в 3 года. «Меня это не интересует, потому что в турнире нет категории для магов, но его братья говорят, что он должен участвовать как дворянин». Уэллс говорит, что зарегистрируется как мечник и будет использовать магию для укрепления своего тела, но узнает, что это тоже запрещено. Он расстроен, но все равно решает участвовать в категории мечников, как настаивают его братья. Его друзья тоже узнают о турнире от Бранта, который говорит им, что они должны участвовать ради чести своей семьи. Луиза и Сьюзен знают, что не могут использовать магию для усиления своего тела, как обычно, поэтому сразу же начинают тренироваться, но Ирвин прохлаждается, потому что у него уже есть стабильная работа. Ранд предупреждает его, что если он будет бесполезен, Уэллс может выгнать его из отряда и уволить как слугу, и Ирвин сомневается. Ночью Уэллс говорит всем, что Элис хочет присоединиться к их отряду в качестве целителя и упоминает, что действующий чемпион турнира не участвует, чтобы дать шанс другим. Ирвин думает, что в таком случае он может выиграть турнир, и начинает серьезно тренироваться. На следующее утро Ирвин отстает от всех на тренировке, и Уэллс оказывается самым слабым в группе. Он плохо бегает и подтягивается, и даже не может нормально пользоваться мечом, поэтому бросает тренировки. Его друзья продолжают тренироваться изо дня в день, но когда Уэллс говорит им, что действующий чемпион снова участвует в турнире, Ирвин впадает в депрессию и теряет мотивацию. Он хочет сдаться и перестает тренироваться, даже когда Луиза и Сьюзен пытаются его уговорить. Когда он приходит поговорить об этом с Уэллом, то узнает, что Элиза тайно тренировалась, чтобы не быть обузой для их команды из-за слабого телосложения. Это придает Ирвину мотивацию, и он снова начинает усердно тренироваться. Наконец наступает день турнира, и в первом матче Уэлла с чемпионом, который также является капитаном команды Мэг, нет надежды на победу. Уэлл понимает, что не хочет быть униженным перед толпой. Начинается бой, и капитан Мэг выбивает его из седла ударом рукояти меча. Уэлл без зазрения совести возвращается к своим друзьям-магам. Там он пьет чай со своей невестой, пока они ждут, когда их друзья закончат бои. Все сражаются хорошо, и Луиза возвращается первой после поражения в полуфинале. Сьюзен дошла до финала отборочного турнира, и ее соперником стал фанат копья, который всегда пытается привлечь внимание Уэлла. Он планирует победить девушку, чтобы залезть к Уэллу в штаны или скорее в его команду. Сьюзен понимает, что он намного сильнее и опытнее ее, быстро проигрывает и возвращается к друзьям. Она хочет рассказать Уэллу о талантливом фанате копья по имени Родерик, потому что он может быть ему полезен. Но Уэлл сейчас спит, так как из-за списка дел прошлой ночью ему не удалось выспаться. С другой стороны, Ирвин дошел до финала, но в полуфинале повредил руку, и его соперником в финале стал капитан ночи. Пока он проходит лечение в задней комнате, доктор говорит ему, что лучше бы ему бросить это дело, но он не хочет, чтобы его выгнали с вечеринки. Там еще его друзья, и они передают ему ланчбокс, который ему прислали, чтобы пожелать удачи. Ирвин понимает, что его не выгонят, даже если он проиграет, и решает бороться за честь друга. Конечно, он проигрывает, но его навыки впечатляют капитана рыцарей, и тот решает взять его и Сьюзен под свое крыло. Позже Уэллс и Луиза тоже находят наставника, который учит их боевым искусствам. Уэллс чувствует неладное, когда она приводит его в заброшенное место. Там его опасения подтверждаются, когда он узнает, что их наставник – его старый друг Армстронг, который обещает сделать их сильными как человек-удар, если они будут усердно тренироваться. 3 года пролетают незаметно, и вот Уэллсу уже 15 лет. Наконец-то он может начать свою жизнь искателя приключений вместе с друзьями, и он рад, что впервые за 3 года может заняться чем-то веселым. До сегодняшнего дня он был просто безземельным дворянином, который должен был выполнять любые приказы короля, и он думает, что теперь наконец-то может наслаждаться свободой. И тут к ним подходит Брант с приказом от гильдии искателей приключений и говорит, что им поручили исследовать древнее подземелье. Брант будет их советником, потому что миссия опасная, и он берет Уэллса с собой туда, где они победили дракона несколько лет назад. Он показывает им глубокую яму и оставляет их там, говоря, что гильдия искателей приключений уже посылала много групп исследовать подземелье, но никто из них не вернулся. По оценкам гильдии, внутри находится дракон.
поэтому их и назвали охотниками на драконов. Но, как ни странно, все боятся драконов и прячутся за Уэлсом. Вскоре они замечают дверь и входят в пустую комнату с магическим кругом на полу. Бранд понимает, что в этой комнате что-то не так, и говорит всем бежать, но дверь автоматически закрывается, прежде чем они успевают сдвинуться с места. Магический круг на полу активируется и застает их врасплох, телепортируя их одного за другим. К счастью, они оказываются в том же месте, что и в начале, то есть в самом низу подземелья. Бранд слышал о ловушках древних цивилизаций, которые заставляют врагов подниматься на поверхность, сражаясь с монстрами по пути, и он думает, что это то же самое. Луиза говорит Уэлсу, чтобы он просто телепортировал их отсюда. Но он не может этого сделать, потому что магия телепортации не работает, если он не знает точно, откуда и куда нужно переместиться. После того, как Элиза приходит в себя после телепортации, группа поднимается по лестнице, чтобы выбраться из подземелья. Они попадают в огромную комнату с армией солдат-големов, и дверь за ними закрывается, когда армия големов просыпается. Уэлл хочет взорвать их всех, но друзья останавливают его и говорят, что нужно сохранить силы для сражения с боссом. Они решают показать, чему научились, и легко расправляются с големами. Бранд помогает им, блокируя атаки големов с помощью магии ветра, и говорит Уэлсу сделать то же самое. Стюарт и Сьюзан уничтожают лидера големов и дезориентируют их, а Луиза использует магическую ударную волну, чтобы нанести урон по площади, а Ирвин бросается вперед и давит врагов. Наконец, они побеждают всех големов в руне и замечают останки авантюристов, которые были здесь до них. У Луизы острый слух, и она слышит какие-то звуки, доносящиеся со второго этажа, поэтому она идет проверить и обнаруживает, что к ним приближаются новые големы. У Уэлса и его команды нет времени на отдых, и они снова вступают в бой. Так проходит много дней, и они без перерыва сражаются с големами. Постоянные бои и почти полное отсутствие отдыха сказываются на всех, и после каждого этажа они очень устают. Они продолжают подниматься и побеждают орды големов на каждом этаже, пока не добираются до пустого зала. Они радуются, думая, что очистили подземелье, но Бранд замечает гигантского механического дракона в центре зала и оплакивает всех, когда тот просыпается. Дракон атакует их огненным дыханием, но Бранд блокирует его магическим барьером, а Уэллс помогает ему. В это время из-за их спин появляются големы-солдаты и пронзают Сьюзан. Начинается битва с боссом, Ирвин и Луиза сражаются с големами, а Элис лечит Сьюзан, пока два мага блокируют смертоносное дыхание дракона. Уэллс понимает, что их магия долго не продержится, и предлагает план, как объединить силы, чтобы быстро победить дракона. Брен соглашается и направляет всю свою силу в тело Уэллса, чтобы тот смог выпустить мощный магический луч, который отразит дыхание дракона. Но у Бренна заканчивается магия, и он падает, но видит, что его бывший ученик Уэллс продолжает сражаться с драконом в одиночку. Вскоре Уэллс тоже начинает терять силы, и когда он уже готов проиграть, к нему подбегает Элис и краснея говорит, что сейчас использует на нем особую магию. Она неожиданно целует его и восстанавливает его силы и магию, но при этом теряет всю свою энергию и падает в обморок. Уэллс подхватывает ее, но потом понимает, что он заряжен силой любви, и его магический луч побеждает дыхание дракона, попадая ему в голову и разрушая его систему, отключая ее. Когда босс побежден, солдаты-големы тоже перестают двигаться, и Уэллс падает без сил, не успев отпраздновать победу со своими друзьями. Его друзья отводят его и Элис в уборную, и девушки говорят, что Элис не обязательно было целовать Уэллса, чтобы вылечить его. Она просто хотела его поцеловать на случай, если они погибнут. Вскоре Эрвин приходит, чтобы отвезти Луизу и Сьюзан на что-то интересное, и несмотря на усталость, они идут с ним. Уэллс просыпается от шума и помогает своей невесте подняться, и они идут к Бранту, который находится в библиотеке в соседней комнате. Он узнал, что великий маг древней цивилизации создал это подземелье как испытание, чтобы найти достойного наследника своего наследия. Он не понимает, что могло быть настолько ценным, чтобы устроить такую сложную проверку, но его друзья вот-вот ему это покажут. Они ведут его в ангар, где стоят 7 древних магических кораблей, которые стали основой для большинства современных магических технологий. Ранд говорит, что это открытие века, и они могли бы заработать миллионы золотых монет, даже если бы у них был пустой кошелек. Затем Эрвин нажимает на рычаг, и открывается дверь, ведущая из ангара, и все с радостью покидают подземелье. Вскоре Уэллс и его друзья предстают перед королем и показывают ему все, что нашли в подземелье. Король покупает все, что они нашли, а гильдия магов покупает круг телепортации. Теперь пришло время получить вознаграждение, и премьер-министр, запинаясь, объявляет, что каждый участник экспедиции Уэллса получит по 2 миллиона золотых монет за успешное выполнение задания. Поскольку у королевства сейчас нет таких денег, они будут выплачивать их в рассрочку в течение 20 лет. И у Уэллса начинается паническая атака при мысли о налогах, которые ему придется платить. С такими деньгами он решает уехать из столицы и вернуться в академический город, в свой старый особняк. Он рассказывает об этом Армстронгу, который желает ему удачи в будущем. Он также говорит, что пока он исследовал подземелье, люди распускали слухи о его смерти в столице. Уэллс впервые об этом слышит и спрашивает, зачем кому-то это нужно. Армстронг говорит, что он страдает от успеха,
потому что слишком быстро разбогател, и теперь люди ему завидуют. Друзья Уэлла согласны с ним, говоря, что большинство людей завидуют им из-за того, что они являются членами отряда истребителей драконов. И они боятся, что это станет еще более напряженным из-за награды, которую они получают. Никто из них не хочет лишних хлопот, связанных с деньгами. Поэтому Сьюзан достает книгу правил гильдии искателей приключений и говорит, что они могут перераспределить вознаграждение, полученное за выполнение задания. Белис и Ирвин также согласны с ней, и они планируют отдать свою долю Уэллу, попросив его вернуть им деньги в виде зарплаты и подарков. Сьюзан спрашивает Лейс, что она планирует делать со своим вознаграждением, и она говорит, что все, чем она владеет, принадлежит ее будущему мужу. Вот так просто, в то время как сейчас он сидит на 10 миллионах золотых монет, и он думает, что теперь ему будут завидовать еще больше людей. Новость о благополучном возвращении Уэлла дошла до Рукера, аристократа, который распустил эти слухи. Он думает, что несмотря на то, что мальчик вернулся из подземелья, его враги теперь объединились и могут навредить ему более прямыми способами. Несколько дней спустя Уэлл наслаждался чаем со своими друзьями, когда заметил кого-то за окном. Он боится, что за ним может охотиться вор или убийца, поэтому он решает нанять охранника для защиты своего особняка, когда переезжает в Академгород. Его друзьям тоже нравится эта идея, и они говорят, что охранник должен быть сильным, преданным своему делу и хорошо управлять делами. И только один человек приходит им на ум с такими качествами. Сьюзан говорит Уэллу, что ему следует нанять фанатика копья Родерика, и несмотря на то, что он шокирован, Уэлл решает посмотреть, хочет ли он по-прежнему работать с ним после многих лет пребывания во френдзоне. Он приглашает Родерика к себе домой и спрашивает, не хочет ли тот стать его слугой. Родерик начинает плакать, потому что не ожидал, что этот день настанет. Преследовательница все еще бродит вокруг дома, и все замечают, как она пускает слюни, когда видит, как они едят торт. Луиза и Родерик пытаются поймать ее, а Ирвин закрывает лицо Уэлса, чтобы защитить его, но девушка слишком быстро и убегает. Родерик говорит, что ее, скорее всего, подослали те же люди, которые распространяли слухи о смерти Уэлса, и просят разрешения расследовать это дело. Он также советует ему немедленно уехать из столицы ради его же безопасности, но у Уэлса еще есть дела здесь. На следующий день он отправляется в исследовательскую лабораторию гильдии магов со своей командой, потому что слышал, что они переделали магический круг телепортации, который он нашел в подземелье, в устройство, которое может вызывать все, что пожелает пользователь. Эрвин говорит, что эта машина мечта вора нижнего белья, и Луиза с Сьюзан бьют его. Уэллс игнорирует их возмущение и встает в магический круг, чтобы проверить его, и представляет, что он хочет вызвать. Магический круг начинает работать и вызывает то, что он представил, и это оказывается нижнее белье одной из помощниц в лаборатории. Она дает Уэллсу пощечину и отбирает его. Девушки смущены тем, что он выбрал кого-то другого, а не их, но он обвиняет Ирвина в том, что тот развратил его невинную душу. Эрвин признает свою вину, и, успокоившись, Уэллс делает вторую попытку, и его девушки на всякий случай хватаются за свою одежду. На этот раз у него получается, и он вызывает то, что хотел, и выносит это из лаборатории на тачке. Там еще был этот мерзавец, и она почувствовала запах чего-то съедобного в вагоне, прежде чем он телепортировал свою группу обратно домой. Она проследила за ним до его дома, где он устроил вечеринку для всех, кто помогал ему перед отъездом из столицы. Гости наслаждались едой и напитками, и Уэллс подал свое последнее блюдо – тунца в соевом соусе, и сказал, что поймал рыбу с помощью магического инструмента. Гости сомневались, что можно есть сырую рыбу, но Уэллс настоял, чтобы они попробовали, и сказали, что это вкусно. Когда гости наслаждались рыбой, у преследователя потекли слюнки, и он с трудом сдерживался. В этот момент Родерик вернулся с задания и сообщил Уэллсу, что за слухами стоял брат премьер-министра Рукер. Родерик считает, что Рукер хочет занять место своего старшего брата и стать премьер-министром, и он пытался сделать это, причиняя вред людям, близким премьер-министру. Он даже отправил письмо семье Уэллса, чтобы сообщить им о его предполагаемой смерти, и хочет, чтобы дети Курта унаследовали его титул и имущество, чтобы они были у него в долгу навсегда. Уэллс хотел что-то сделать с этим мерзавцем, но Родерик уже разобрался с ним, распространив ложные слухи, что Рукер пытался убить Уэллса в темнице, и теперь король собирался его допросить. Уэллс сказал, что это уже слишком, но Родерик ответил, что у него есть личные причины, чтобы разобраться с ним. Рукер – незаконнорожденный отец Родерика, который отказался признать его и его мать, когда та забеременела. Родерик знал, что его отец – настоящий подонок, поэтому он решил начать с него, и его догадки подтвердились. Пока они обсуждают свои семейные проблемы, приходит Элиза с тунцом для Родерика, и у Уилмы больше не получается сдерживать голод. Она громко стучит в дверь, и все готовятся дать отпор незваному гостю, но когда она врывается в дом, выбив дверь, все слишком удивлены, чтобы что-то предпринять. Она агрессивно направляется к Уэллу, и когда Эрвуд пытается остановить ее, она сбивает его с ног. Она снова бежит к Уэллу, и он вздрагивает, боясь, что она хочет его убить, но девушка просто берет тарелку с тунцом и начинает есть. В этот момент входит генерал и извиняется за грубое поведение своей
своей дочери, представляя ее как Уилму. Она говорит, что последние несколько дней следила за Уэллом, чтобы понять, сможет ли он ее прокормить, и он прошел ее проверку. Уилма без колебаний просит Лиз дать ей добавки, пока ее отец объясняет Уэллу, почему она постоянно голодна. Бранд говорит, что у девушки синдром героя, то есть в ее теле всегда есть магия, которая дает ей невероятную силу, но при этом сжигает огромное количество калорий. Уилма доказывает это, когда берет тунца и без труда разрывает его пополам. Вот почему ей нужно постоянно есть, и генерал думает, что Уилл может оплатить ее расходы, если возьмет ее в качестве телохранителя или жены. Это более неожиданно, чем его помолвка с Элизой, и Уилл говорит, что он собирается жить как обычный искатель приключений и охотиться на мелких животных. Он говорит, что ему не нужен такой сильный телохранитель, но генерал говорит, что он не собирается жить как обычный искатель приключений. Он слышал от своих информаторов, что герцог Мило хочет, чтобы он охотился на монстров на его территории, и Уилма станет отличным дополнением к его отряду. Герцог удивлен его разведывательной сетью, и тогда Уилл рассказывает ему о своих планах. Герцог просит его выполнить задание. С другой стороны, гонец Рукер, который сообщил о смерти Уилла, добрался до Курта и его жены Эмили. Они были потрясены, узнав о смерти Уилла, и в письме говорилось, что Рукер хочет, чтобы дети Курта унаследовали титул и имущество Уилла и присоединились к его фракции. Эта новость стала приятным сюрпризом для Курта, и он начинает смеяться, услышав об этом. Однако Эмили вскрикивает, увидев что-то за окном, и Курт тоже выглядывает. Когда он выглядывает, он бледнеет от шока, как будто увидел привидение, но там только Уилл и его отряд. Они пришли обсудить план герцога с лордом этой территории, и Бранд разговаривает с отцом Уилла. Он начинает рассказывать об экспедиции, которую предыдущий герцог возглавил в зачарованном лесу 15 лет назад, где погибли 200. Бранд говорит, что им это не нужно, и они здесь, чтобы обсудить условия миссии, а Курт требует, чтобы они заплатили ему за работу на его земле. Он спрашивает старосту деревни, сколько обычно берут за такую работу, и узнав, что 30%, требует, чтобы они заплатили 50%. Его младший брат Герман пытается убедить Курта не быть таким придурком, потому что они тоже могут забрать вещи погибших солдат из их региона. Курт настаивает на том, что не согласится меньше, чем на 50%, и говорит, что у их бедных солдат все равно не было ничего ценного, и что их похороны уже состоялись. Алас перебивает его и говорит, что души умерших все еще привязаны к их телам, и они не обретут покой, пока их не освободят, и предлагает провести для них настоящие похороны. Курт говорит, что в этом нет необходимости, и требует список за оплату похорон. Ирвин сдерживался, слушая бред Курта, и, наконец, не выдерживает и спрашивает, почему он так себя ведет. Курт насмехается над ним и спрашивает, все ли его слуги такие грубияны, и едва сдерживает Ирвина, чтобы тот не свернул шею своему брату. Ему тоже надоело вмешательство Курта, и он поворачивается к отцу, который здесь настоящий лорд, и спрашивает его о переговорах. Курт в ярости от того, что его отодвинули в сторону, и снова срывается, и на этот раз Луиза и Сьюзен говорят ему следить за своим тоном, когда он разговаривает с бароном. Это еще больше злит его, и он думает, что его брат похож на токсичных клиентов из его прошлой жизни. Позже Гормон и его жена Марлена пригласили Уэлса на ужин. Они рассказали, что после того, как Курт прославился как герой, победивший дракона, он сошел с ума. С тех пор он стал параноиком и думает, что Уэлс хочет украсть его земли. Все наслаждаются ужином, но когда Гормон предлагает Бранту выпить, тот отказывается и ест только орехи, которые принес с собой. Позже Марлена просит Уэлса вернуть вещи ее дедушки, который тоже был в экспедиции, и он обещает сделать все возможное. Она благодарит его и говорит, что он должен стать следующим лордом вместо этого идиота Курта, и ей все равно, что подумают другие. Уэлс понимает, что это борьба за власть, о которой предупреждал его хозяин, и хочет уехать, как только закончит работу. На следующий день он отправляется в зачарованный лес, чтобы подразнить нежить, бросая в них оскорбления. Элиза спрашивает, помогут ли такие глупые оскорбления, и Бранд уверяет ее, что даже зомби идиоты, но они понимают, когда их дразнят. Внезапно небо темнеет, и со всех сторон появляются зомби. Элиза достает ткань с нарисованным на ней магическим кругом и вместе с Уэлсом вливает в него свою магию, чтобы создать барьер очищения. Они делают его настолько широким, насколько могут, и как только зомби касаются барьера, они исчезают, оставляя после себя только доспехи. Хёрвин жалуется, что они ничего не делают, и Бранд приказывает остальным забрать доспехи, потому что сейчас это их единственная задача. Вскоре туда приходит сам предводитель армии нежити, бывший герцог, и его тоже легко очистить. Но он спрашивает, закончили ли они со всеми, но Уилма напоминает ему, что остался еще дедушка Марлены, и они ждут его. Внезапно с неба на него нападает виверна-зомби, и Луис спасает Ирвина, а Уилма встает перед монстром.
Она атакует его своим огромным топором и отрубает ему голову, и после обезглавливания монстр очищается. После виверны на них нападают кабаны-зомби, и некоторые из них сопротивляются магии очищения и проникают за барьер, давая бойцам Уэлла занятия. Они побеждают монстра и очищаются после его смерти, и через некоторое время со всеми зомби покончено. Все очень устали, и Элиза снимает барьер. Но тут появляется последний из людей-зомби, и по его доспехам Уэлл понимает, что это дедушка Марлены. Они с Элизой идут к нему, но зомби говорит и спрашивает о своей внучке. Все в шоке, и Брандт говорит, что зомби превратился в лича. Но когда Уэлл говорит старику, что его внучка счастлива со своим мужем, тот успокаивается и бросает свой меч. Он не сопротивляется, когда Элис очищает его, и исчезает, не оставив даже доспехов. Уэлл отвозит вещи солдат обратно в деревню, где люди с волнением принимают памятные вещи своих погибших родственников. Они благодарят Уэлла за то, что он сделал, но тут приходит Курт и заявляет, что все доспехи должны быть возвращены ему, когда все закончат плакать. Он хочет расплавить все доспехи и сделать из металла инструменты для развития, а люди умоляют его позволить им похоронить доспехи вместо их погибших родственников. Курт грубо отказывается и говорит брату, что тот заходит слишком далеко. Курт отвечает, что его больше заботит развитие страны, чем какие-то там мертвецы, и что ему нужно железо. Уэллс говорит, что если ему нужно железо, то он может взять его из своего мешка и оставить жителей деревни в покое. Курт пугается и падает на землю, но когда его приспешники спрашивают, что им теперь делать, он велит им подождать, пока Уэллс не покинет деревню. Уэллс возвращается в столицу на следующий же день и отдает доспехи Амадею, который говорит, что вернет их семье погибших солдат, но на это потребуется время. Уэллсу приказывают оставаться в своей деревне. Уэллс не хочет там задерживаться, но вынужден подчиняться приказам, и даже Брандт говорит ему, что он должен насладиться пребыванием в доме своего детства. Он телепортируется домой, когда староста деревни удивляется, увидев его снова, а затем приглашает его на завтрашние похороны. Элис молится за погибших солдат, потому что она известная жрица. Жители деревни благодарны ей, но они в ярости, что Курт не пришел отдать дань уважения. Позже жители деревни устраивают вечеринку, где все веселятся, а Брандт все еще отказывается пить и продолжает грызть орехи. Вскоре жена Курта, Эмили, и их дети приходят на похороны, чтобы помолиться, и здороваются с его невесткой. Его племянники очень рады встрече с ним, потому что они слышали истории о дяде, который убил дракона, и хотят узнать, как он это сделал. Друзья Уэлла решают устроить представление для детей, где Ирвин играет роль костяного дракона, Луиза Брандта, а Сьюзан главную роль Уэлла. После представления Уэлл угощает племянников сладостями и желает им спокойной ночи. Затем к нему подходит староста деревни и просит его стать новым лордом, потому что большинство людей хотят этого. Уэлл смущается и говорит, что не может этого сделать, потому что это право рождения Курта, но старосту не волнует ни он, ни нынешний лорд. И он настаивает, что под их правлением у этой земли нет будущего. Уэлл говорит, что он вообще не хочет быть лордом и хочет быть искателем приключений. Но староста знает, что его помощник Родерик умеет решать такие вопросы, и поэтому он может делать все, что захочет. Он обещает мальчику свою полную поддержку и говорит, что даже королевский дворец хочет, чтобы он стал новым лордом в этих землях. Как только староста заканчивает говорить, приходит Брандт и хвалит его за то, что он все понял, ничего не рассказывая. Он подтверждает, что король действительно хочет, чтобы Уэлл стал новым лордом в этих землях. Брандт не против обсудить план в частном порядке и говорит, что предыдущие короли давно хотели развивать этот регион, но местные лорды были обычными и некомпетентными. Курт был настолько некомпетентен, насколько это вообще возможно, и к тому же был мерзавцем. Поэтому королю пришлось принять жесткие меры. Но он не мог просто приказать отцу Уэллса сменить прическу, поэтому придумал план вместе со своими доверенными лицами. Они хотят свести Курта с ума, чтобы он напал на Уэллса, но тогда его можно будет схватить и арестовать. Нынешний лорд возьмет на себя ответственность за возмутительное поведение Уэллса и уйдет в отставку, расчистив путь Уэллсу, чтобы тот стал новым лордом. Герцог выполнял миссию по очищению от нежити, поэтому это стало идеальным прикрытием для осуществления настоящего плана. Уэллс спрашивает Брандта, почему тот не рассказал ему об этом раньше, и тот отвечает, что все равно все бы закончилось так же, даже если бы он знал. Уэллс говорит, что этот план может быть опасен, но Брандт уверяет его, что он присматривает за всеми, чтобы не было проблем. И даже перестал пить на пару дней, чтобы быть в лучшей форме. Уэллс все еще сомневается, что сможет стать лордом, но Брандт говорит, что у него есть власть, влияние и деньги, чтобы развивать этот регион, и нет никого лучше него на эту роль. На следующий день Уэллс рассказывает друзьям о плане короля
и они считают, что это хорошая идея, и советуют Уэллсу перестать мучиться и принять приказ, как он обычно это делает. Вскоре Эмили и ее сыновья приезжают в гости, и он, как крутой фокусник, показывает им несколько трюков, создавая водяные шары и маленькие радуги. Друзья Уэллса жалеют невинных детей, думая, что как только их отца отстранят от должности, они потеряют свои титулы и, возможно, даже будут изгнаны. Ночью Уэллс и его друзья ужинают с Германом, когда слышат крики снаружи и видят группу недовольных жителей деревни, которые идут к нынешнему лорду, чтобы попросить его назначить Уэллса своим преемником. Они не боятся наказания, потому что им уже надоело несправедливое правление Курта. Уэллс просит их дать ему немного времени, и они с удивлением узнают, что он останется здесь подольше, потому что ходили слухи, что он уедет завтра. Брэд понимает, что за этим стоит староста деревни, и идет к нему, чтобы предупредить, что не стоит вмешиваться в чужие планы. Он говорит, что староста поступает правильно, но во дворце не любят, когда кто-то действует свободно. Староста благодарит его за предупреждение, но он уже решил сделать все возможное для своей деревни, и перед уходом говорит Бренту, чтобы тот был осторожен с Эмилией. Когда Брент возвращается в особняк, он застает Уэллса, размышляющего о судьбе Курта после его отстранения от должности. Он думает, что его отправят в ссылку, но Брент говорит, что во дворце ему не дадут жить. Навал беспокоится, потому что не хочет, чтобы его брат умер, и на следующее утро идет поговорить с ним. Он предлагает Курту сделку, отдать ему часть земель, когда тот станет лордом, а взамен обещает выделить средства на развитие его территории. Уэллс говорит, что это взаимовыгодное решение, и отмечает на карте, какую землю он хочет. Курт приходит в ярость и рвет карту, обвиняя Уэллса в том, что тот пытается хитростью занять его место. Уэллс говорит, что у него нет таких намерений, и предупреждает о растущем недовольстве, но Курт злится и велит ему немедленно убираться. Выйдя из комнаты, Уэллс встречает Эмили и ее сыновей, и она хочет поговорить с ним. Уэллс говорит, что хотел бы, чтобы у всех был счастливый конец, но теперь не знает, как этого добиться. Эмили отвечает, что ее волнуют только дети, и она хочет, чтобы они были в безопасности и счастливы, поэтому она и сблизилась с Уэллсом, потому что у ее мужа нет будущего. Она спрашивает, как он относится к тому, чтобы стать отчимом, и он отвечает, что у него и так достаточно женщин. После встречи с Эмили Курт оставляет Уэллса в сомнениях, но тот находит уникальное решение. Когда он играет в мае с друзьями, Уэллс говорит им, что решил стать лордом, но не будет следовать сценарию, который придумали во дворце. Он полон решимости никого не потерять, и для этого ему нужна помощь друзей, и они обещают всегда быть рядом. На следующий день Уэлл и его друзья открыли в деревне небольшой магазинчик, где продавали майонез и модную одежду, которую можно было найти только в столице. Люди потянулись к ним, потому что у них были товары гораздо лучше, чем в местных магазинах, и прихвостни Курта были в ярости, что их клиенты уходят к Уэлл. Они пошли к Курту и попросили помощи, но он мог только злиться, потому что тоже ничего не мог сделать с Уэлл, который был похож на волшебника. Когда прихвостни ушли, Уэлл телепортировался перед ними, и его друзья окружили их со всех сторон. На следующий день Курт узнал, что его сторонников перекупил его брат, который пообещал им поездку в столицу, и они согласились и бросили Курта. Уэлл отправился в столицу и рассказал Родериху о своем плане ослабить влияние брата с помощью его сторонников. Затем они отправились выбирать дом. Уэлл хотел подарить Эмили и ее двум сыновьям уютный дом, когда станет лордом, а Курта он собирался отправить в церковь, чтобы тот жил подальше от дворца. Но они не знали, что Ракер задумал что-то недоброе, и послал Курту подарок, чтобы встретиться с братом-волшебником. Посланец Ракера нашел Курта одного под дождем. Тот размышлял об убийстве, потому что Уэлл переманил всех его прихвостней. Посланец предложил ему подарок от лорда и сказал, что это легендарный предмет, флейта дракона, которая поможет ему убить брата-волшебника. Курт хочет знать, почему Ракер отдает ему такую ценную вещь, и узнает, что тот хочет получить право на эту землю. Увидев, что их цели совпадают, Курт принимает предложение и отправляется в лес, где Вэл и его люди уже ждут его. Бред чувствует, что Курт ищет его одного, а значит, у него есть что-то, что придает ему уверенности. Вэл решает встретиться с братом и делает вид, что они случайно встретились здесь. Но Курт уже знает, что его люди прячутся в кустах, и зовет их. Он без причины оскорбляет Вэлла и постепенно начинает вести себя как сумасшедший, говоря, что каким бы удивительным он ни был, он не может унаследовать эту землю, потому что он 8-й сын. Затем Курт показывает им флейту дракона, которую получил от Ракера, и угрожает сыграть на ней, если кто-то из них шевельнется. Бред узнает флейту дракона, легендарный предмет, который может призвать армию драконов, и уверен, что даже их группа не справится с таким количеством драконов одновременно. Друзья Вэлла говорят Курту, что он глупец, и
и если драконы прилетят сюда, он тоже погибнет, но он смеется, говоря, что драконы не причинят вреда тому, кто играет на флейте. Вэл пытается заставить его подумать о людях и своей семье, но Курт называет их предателями. Ему плевать даже на жену и детей, и он говорит, что как только убьет Вэлла и заберет все его деньги, к нему выстроится очередь из охотниц за богатством. Вэл понимает, что его брат неисправимый мерзавец и хочет напасть на него, но Курт угрожает сыграть на флейте. Курт смеется над ним, говоря, что видеть испуганного гения-волшебника – лучшее зрелище на свете. Он говорит, что если он попытается стать его преемником, то все умрут, и подносит флейту к губам. Рент внезапно нападает на Курта, но флейта блокирует его атаку, и Курт улыбается, уверенный в своей победе. Курт дует флейту, и небо темнеет, когда из-под земли появляются призраки и окружают его, но драконов не видно. Уилл все еще хочет помочь своему брату, но Уилма не дает ему подойти ближе, потому что чувствует от него опасность. Элис тоже понимает, что призраки были полны злобы, и это заставляет Брента осознать, что Курт дул не в драконью флейту, а в флейту злобы. Он удивляется, как такой человек, как он, мог получить легендарный предмет, и оказывается, что его обманул тот, кто прислал ему флейту. Флейта злобы притягивает призраков и превращает своего владельца в могущественную нежить, чтобы он мог победить врага в самоубийственной атаке. Услышав это, Уэлл беспокоится, что его брат погибнет, но Курт уже одержим призраками. Его злоба сливается с их злобой, и он злится на Уэлла за то, что тот отнял у него все. Его глаза краснеют, когда призраки окружают его и поглощают, превращая в гигантского монстра. Уэлл в ужасе от гигантского монстра, в котором его брат ядро, и Брент говорит ему использовать святую магию, чтобы быстро победить его. Но Уэлл охвачен ужасом и не может пошевелиться, поэтому он хотя бы защищает его, блокируя удар монстра. Она хочет очистить монстра, но ее магия недостаточно сильна, чтобы победить его. Увидев, что она не справляется, Уэллс наконец приходит в себя и помогает ей. Он понимает, что спасти брата уже невозможно, и решает просто отправить его в последний путь. Он тоже использует святую магию и усиливает ее, чтобы очистить гигантского монстра-нежить. Яркая вспышка света уничтожает монстра, а капсула с Куртом взлетает и взрывается вдалеке. Флейта угрозы падает, но злобная душа Курта отправляется в столицу, чтобы найти того, кто его обманул. Рукер устраивает вечеринку, думая, что Уэллс уже убил Курта, и скоро он получит доступ ко всей неосвоенной земле. Его союзники хвалят его за гениальный план, и Рукер говорит, что они пока не могут полностью доверять Курту, потому что он всего лишь деревенский идиот. В этот момент злобная душа Курта разбивает окно в комнате и мстит Рукеру. На следующий день Уэллс приходит в столицу и встречает Родериха на месте преступления. Он узнает, что прошлой ночью была резня, и душа Курта убила Рукера и всех гостей на вечеринке. Всего на вечеринке было 12 аристократов и их семьи, и теперь все они мертвы. Священники уже очистили Курта от зла, но новость уже разлетелась. Родерих говорит Уэллсу, что теперь все знают о преступлении Курта, поэтому они не могут оставаться в столице, это будет опасно для них. Люди возненавидят их за то, что они родственники преступника, и спокойная жизнь, которую они хотели им дать, здесь будет невозможна. Он понимает, что должен как-то их устроить, и ему очень жаль, что он не может сделать больше для своей невестки. Позже он встречается с Армстронгом и Брантом и говорит им, что Герман решил пока оставить Эмили и ее сыновей у себя. Уилл говорит, что эта ситуация возникла из-за того, что дворяне эгоистично используют других людей как пешек, оставаясь в тени. Он проклинает Ракера и дворян на стороне короля, говоря, что все они придурки, но Брант советует ему посмотреть в зеркало и сказать это самому себе, ведь он тоже дворянин. Эти слова ранят Уилла, и он еще долго мучается чувством вины. Но Элис замечает, что его что-то гложет. Он рассказывает ей об этом, и она успокаивает его, говоря, что он ни в чем не виноват. Ее слова поднимают ему настроение, и он решает, что не будет таким, как другие дворяне, и постарается стать хорошим дворянином, который заботится о своих людях. Элис говорит, что он всегда слишком сильно давит на себя, чтобы соответствовать каким-то недостижимым стандартам, но она и его друзья всегда будут его поддерживать. Вскоре Уилл отправляется на встречу с королем, когда все уладится дома. Король хвалит его за то, что он быстро справился с беспорядками на своей территории и награждает его землей. Он говорит, что поскольку освоение этой земли было непростой задачей, он хочет наградить Уилла чем-то еще и спрашивает, нужно ли ему что-нибудь еще. Уилл, не раздумывая, принимает предложение короля. Он говорит, что в результате несчастного случая, когда погибли Ракер и его друзья, 12 дворянских семей прекратили свое существование, и теперь их титулы свободны. Хотя только король имеет право присваивать эти титулы, Уилл хочет получить право дать 2 титула людям, которых он выберет, в обмен на освоение земель. Как только они слышат об этом, премьер-министр, генерал и даже священник не соглашаются с Уилл. Они говорят, что он слишком самонадеян, раз просит об этом, и советуют ему немедленно забрать свое заявление. Генерал даже заявляет, что Уилл не подходит для управления таким большим участком земли, и половину его нужно забрать. Премьер-министр утверждает, что генерал просто хочет отдать землю кому-то из своей фракции, но только тот, кто
кто обладает большой магической силой, как Уэлл, сможет ее освоить. Папа тоже высказывает свое мнение, и они начинают спорить, а вскоре к ним присоединяется герцог Медиус, который открыто поддерживает Уэлла. Видя, что все выдвигают эгоистичные требования, Армстронг затыкает их и просит Уэлла забрать свое заявление. Он просит короля отдать ему половину земли, чтобы он мог ее освоить с помощью магии. Король отказывает ему, говоря, что он нужен в столице, а Уэлл может справиться с освоением земель самостоятельно. Он говорит, что развитие территории важнее всего остального, и ради этого он даст Уэллу то, что тот просит. Как только король это объявляет, Армстронг подмигивает Уэллу, потому что он был на его стороне, а все остальные тоже подыгрывали. Король застает их врасплох, но все равно дает Уэллу право присвоить 2 титула и повышает его до советника. Возвращаясь домой после получения награды, Уилл рассказывает Эмили, что когда ее дети вырастут, он подарит им титулы, которые у него есть. Она благодарит его и говорит, что предложение стать его приемным отцом все еще в силе, но его это не интересует. Вскоре Уилл начинает заниматься развитием своей территории, используя магию, а Ирвин и Родерик помогают ему на поле. Уилл хочет отдохнуть после расчистки камней на участке, но Родерик просит его расчистить еще один участок и взорвать еще несколько камней для церкви. Уилл узнает, что Папа Римский собирается построить здесь церковь в обмен на помощь в абсурдной просьбе, с которой он обратился к королю. Мало того, герцог, генерал и премьер-министр тоже планируют построить здесь дома отдыха. Но Уилл не собирается отдавать им это место, так как планирует построить здесь фабрику по производству соевого соуса. Позже Элиза приглашает его на чай, но прежде чем мы успеваем пойти с ней, Луиза и Армстронг приходят, чтобы забрать его на еженедельные тренировки. Вскоре Уилма, Сьюзан и Брандт тоже возвращаются из леса с гигантским бананом, который они нашли, и Уилма хочет, чтобы Уилл приготовил банановый хлеб. Сьюзан тоже просит его выполнить поручение, а Родерик не хочет, чтобы он уходил, пока не закончит работу. Все окружают его и заваливают просьбами, а Уилл не знает, что ему делать, поэтому игнорирует все и идет домой обедать со всеми. Это то самое блюдо, которое он не мог есть в своей прошлой жизни до того, как попал сюда,